Так, ТУ. Где? А, вот он. Короче, вот Hyundai Tucson. Сейчас посмотрим. Стоит сколько? 40 тысяч стоит. Ласточка, конечно, я тебе скажу, вот сидеть уже поудобнее. Красавчик. Ты посмотри какой, а. Так, ну-ка заведем. Здесь, конечно, вот эти вот из-за царапин, конечно, то еще себе тема. Места хватает. 2000. Прикольная штучка. Свет. А зайдите, смотри, да, свет. Вот цвет полностью, короче, светодиода, это просто бомба. То, что у нее сиденье не кожаные, конечно. Места чуть-чуть здесь больше. Сзади есть USB. Подлокотник прикольный. Так, ну сзади сейчас, допустим, я сижу там нормально. Ну пойдет. Чуть-чуть получше, но немного места. Так, в принципе, я сижу сейчас, сиденье под меня прям нормально. Бардачок приехал вот на сервис, раз-два. Я говорю ему, давай продавцу мой ключ. У тебя стоит на улице. О, завелась. Так. Завелся. Если мы включим драйв. Вот. Короче, мотор, как и у нас на Ионике. Переключаем вот эко и спорт. И эко. Навигация, конечно, прикольная навигация. Так, поручный ручник, говорит, включенный. На потолке черные кнопки. Сиденье надо же не показать. Что-то тут царапнули. Так. То, что вот это вот здесь все вот эти вот лакирт, это, конечно, царапины, прям ужас. Так, в принципе, ничего. Все черное. Диски вообще бомба. Как вам диски? А я хотел багажник. Один раз нажал, или по-электрически. Ну, багажник. Ну, я бы не сказал, что он сильно больше, если честно. Но может чуть-чуть. Кнопку нажимаем. Она пикнула. Затянулся. Вот спорт модель Kona. Надо Санта-Фе посмотреть. Клево, когда в автохаусе приезжаешь, тебе дают машину, на которую нужно ехать домой, новую. То есть я сейчас поеду домой на тачке, которая пробег что-то 80 или 90 километров. Это вообще просто вынос мозга. Она говорит, деваться некуда, бери новую. Я говорю, может, не надо новую, но как бы это... Ну, сказали, бери. Вот, кстати, самая офигенная тачка Ioniq 6. Электро, полностью на электричестве. За 15 минут можно зарядить. И все в пикселях. Короче, не тачка, а Майнкрафт полностью. Вот здесь вот соляр заряжается. Прикольная телега. Я вот такую смотрел, кстати, вот чтобы она, у нее цена, конечно, пока кусачая. Так, давайте посмотрим. Смотри, у нее какие у нее зеркала. Все в пикселях. Давайте посмотрим. Ioniq 6. Электрическое сиденье. Место, конечно же, в ней просто тьма. Ну-ка, засели. Вау. Я сейчас, конечно, поражен. Во-первых, места вот здесь сколько?
Ну, конечно, у него батарея, у него нет коробки, мотора, всего-то, да. Во-вторых, сейчас вам покажу. Вот зеркало дигитальное, то есть, да. Вот эта камера стоит, и вот, пожалуйста, зеркало. Это просто, вот нажимаем. Смотрите, зеркало какое, а? Прикол, да? Вот это вот электротачки. Ну такая, то есть стоит 1050-60. 60 тысяч, думаю, стоит. Но вот здесь у нее прикольно можно настраивать. То все, здесь вот коробка, скорость как бы. Вот здесь вот светится. Точно знаю вот эти точки. Заряд аккумулятора. Лепестки подрулевые. Монитор, конечно же, это прям вообще. Ну-ка, радио включится, нет? Нет, радио без ключа не включается. То есть вот это вот монитор, смотрите, какой длинный. Это просто что-то. Подлокотник, зарядка. У нее получается посередине, то есть на айонике нормально. Здесь включают, ты, получается, окнами регулируешь. Теперь здесь все в центральной стоит. Здесь. То есть подстаканники, телефон, зарядка беспроводная. И открыл, закрыл, открыл. И, соответственно, вот эти вот кнопки для сиденья кто-то поставил, конечно, не по-детски, да, рекламировать. Сейчас пойду посмотрю, сколько сзади места. То есть я сейчас вот так вот настрою сиденье под себя. Вот я, вот, допустим, как я бы сидел. Так. У драйвера ноги длинные, то есть я 1,86 м. Боза. Тут одна музыка стоит 1000, наверное, 5 в этой тачке. Черная кожа везде. Диски. Какой-то размер колес вообще. 20-й диски, обалдеть. 20 литры, там вообще вот все закрыто под амортизаторами, под провода идут. Такая корейская Porsche Panamera Ioniq 6. Радар, камеры и так далее. То есть, ну, здесь тоже подогрев сидений. Вот теперь я поставил сиденье переднее под меня. Смотрите, сколько места еще для ног. Еще вон сантиметров 15-18 сиденье стоит под меня. Вот можно настраивать сиденье. Прикольно. Смотри. Подсветка здесь с натуральных материалов, то есть изоляция клевая. Темный такой, конечно, салон. Место прям вообще. О, здесь пол ровный, поскольку это же электромашина, да, батарея. Нет вот этого туннеля. Ровный пол. Вот по месту, прям можно сказать, подлокотник есть, все тут положено, да. Вот здесь вот кармашек. Здесь внизу тоже кармашек. Все освечивается. Я знаю, что это можно менять цвета на вкус и цвет, короче. Ну, то есть там розовый, зеленый можно сделать, белый, как хочешь. Там несколько десятков цветов есть. Здесь, конечно, ничего такого особенного. То есть здесь вот сеточка, шторка, как у меня. Два уже USB есть, Type-C. Все уже модерн. Там кармашек, здесь кармашек. Вот эта тачка, блин, ну красота. Ioniq 6, ну полностью электрическая, да, надо об этом не забывать. Ну, то есть роботы, они заполонили планету. Нет, тачка, конечно, бомба. Говорила, 60 тысяч. Вот сколько стоит? 63 тысячи. Ну, это самая крутая. То есть самая крутая комплектация 63 тысячи. У нее самая большая аккумулятор
И машина полноприводная. То есть моторы на задней оси, на передней оси 325. В этой тачке 325 лошадок. Это просто пушка-гонка. У нее такой разгон. Вынос мозга, короче. Но я хочу еще посмотреть один джип. И потом еду домой. Намек на джип, понимаем? А вот цвета разные, какие можно на Hyundai заказать. То есть на вкус и цвет товарищей нет. Вот тоже полностью электроавтомобиль. Этот еще нормальный автомобиль, бензиновый. Вот он сказал, что будет скоро она стоять на учете. То есть на следующей неделе или через 2 недели ее поставят на учет. И можно будет сделать на ней тест-драйв. То есть я могу приехать спокойно, говорит, хочешь приезжай, типа, тачка за 63 тысячи, тест-драйв, вообще без проблем. Забор построили, раньше здесь забора не было, туда-сюда ездили, сейчас вот забор поставили. Сверху автобан проходит. Здесь, короче, вот есть еще вот плагин гибрид, есть нормальная, но мотор как и у нас, то есть из-за того, что там багажник, ну, нисколько не больше. То есть я думал, багажник намного больше. Нет, багажник не больше. Выглядит клево. Выглядит больше, чем наш автомобиль. Просто повыше. А багажник у нас по счету тот же самый почти. То есть это гибридная модель, а вот это плагин гибрид. Да. Ну, в красном цвете так себе Tucson. Сейчас я продавца дождусь. 2 слова еще с ним переговорить. Ну вот, конечно, вот Kona в спортивном пакете. Называется она Hyundai N-пакет или N-Line. Или прям N-модели, то есть у которых там далеко за 200 кб. То есть все, которые здесь стоят в спортивном режиме, все продано. Обалдеть. Удобное кресло. Подождем. Вот эта тачка. Нулевый Tucson. Нет, Tucson. Санта-Фе. Вот это багажник. Вот это я понимаю. Здесь место есть. Реально, то есть вот прям тепись. Нулевая машина. Розетка есть. Там какая-то ниша. Здесь какая-то бочка. А, крель, да, здесь стоит сабвуфер стоит, кстати. Уи! Ну, тачка, наверное, тоже стоит 1060, не меньше. Да. Красота, смотри, крель. Тоже подогрев сидений. Места хватает. Я даже садиться не буду. Тачка, видите, нулевая абсолютно. Мне человек дал ключи от нулевой машины. Кто-то заказал, а я здесь тест-драйв провожу. Потолок черный. Вау. Подсветка вообще шикардос. И, кстати, вот такой я давно не видел. В тачке есть розетка на 220. Представляете, то есть там стоит конвертер USB. Вот это кайф. Так вот сидеть повыше, конечно, да, присаживаться, да, это оно. Здесь так аккуратненько водительское сиденье, тут вон, да, подошел, сел и все, и кайфуешь. Вот это да, консоль прям все еще нулевая, а я тут уже тест-драйвы провожу. Прикольно, здесь маленькая полочка, есть бардачок. Здесь есть для бутылок место. Здесь все на месте. Сиденье запоминать. Половина, как и у меня, но здесь, конечно же, вот эта вот штучка прям кайф. Очень глубокая. Что еще интересного есть? Здесь вставляется с зарядкой на телефон. Ну и коробка автомат. Вот здесь вот так вот крутится, то есть настраивать спорт, смол. И, соответственно, здесь вот климатические зоны, крель. Система крель стоит. Ну, интересно мне очень. Вот.
Уже полностью монитор. Кайф. Как вам тачка? Я боюсь узнавать, сколько она стоит, но думаю, тоже 65 не меньше. Новая Санта-Фе. Вот такие вот дела. Нулячи. Красивая мордашка. Очень даже. Вот это автомобиль. Вот такое вот доверие, когда у тебя с продавцом, то есть когда с ним на ты. Ну, понятное дело, ну, клевая тачка. Что, красота. Договорился. Вот такой большой аппарат, это, конечно, вообще бы было шикардос. Тачка просто кайф, просто, я не знаю. Я сейчас Кона приезжает. Я сейчас домой еду на нулевой Мазде. Вот, красненькая Мазда, нулячая. Серьезно-то она? Да, фары включились, она на нулевой тачке. Это вообще что-то с чем-то. Да, вот так выглядит почти новая машина. Сейчас драйвер на ней поездит один день, и она будет уже не новая, потому что мне на работу надо завтра ехать утром, и после работы ехать сюда в автохаус, сдавать ее. Короче, я на ней сейчас за сутки накатаю километров, я вам дам. Так, вот это надо убрать, это будет мне мешать. Мне дали тачку, которая стоит 35 400. Так, у нее 186 кобыл, но уже приятно. 2 литра, радио, все дела. Короче, хороший аппарат. Это мы все назад убираем, ценники. Так, что нам нужно? Нам нужно сперва машину завести. Завели. Бензин. Бензин есть. Так, радио. Заглохни радио. Нам надо кондиционер. Так, климу на 20. 11,5, 21. Вот так. Прикольно. Вот эти, короче, все подсвечиваются, да, то есть завели. Шумоизоляция уже чувствуется классно. Дверь закрыл, бух. Вот это вот как в самолете. Это они с Citroёn посмотрели. На Citroёn такой последний раз видел. Citroёn. Подлокотник красной ниткой. Ну-ка, открывается. Вот так вот. Ничего себе! Вот это здесь ящик, я тебе скажу. Здесь какая-то шторка, здесь USB подается, здесь розетка есть. Охренеть, вот эта тема. Так, вот это прикольно, посмотрите, какой-то штука такая. Ладно. Интересно, телефон заряжается здесь? Ну, я не знаю, ладно. Потом кошелек. Здесь у нас что есть? Бардачок. Небольшой, но есть. Ну, там не закрыли ничего. Видно даже, где фильтр менять воздушный. Здесь дует. Охренеть, как здесь? Здесь тоже дует. А, вот где. Раньше было здесь сверху, теперь здесь. Вот это можно закрыть, чтобы не дуло. Так. Клима работает отлично. Теперь здесь у нас iDrive, как на BMW у них раньше был. Вот джойстик. Вот оно все. Все работает прям шикарно. То есть нажимаем Unterhaltung, включается радио. Теперь нам надо выйти. Навигация. Окей. И включилась навигация. Домой я знаю без навигации, как ехать. Так, мне надо что надо сделать? Надо мне выключить вот эту штуку, чтобы машина не заглохла. Так, это во-первых. Ну все. Не, ну руль, конечно, прикольный. Большой, но прикольный. Здесь вот, конечно, кнопки, там темпомат, тыры-пыры. Да, красота. Вот эти цифры сделаны в классическом. Раньше были Mazda 323, Mazda 626, вот такие же кольца. А сейчас они подсвечиваются. Ну, прикольно. Так, все, ручник убрал. Погнали. Так, музыка пока выключим. Реально на тачке 93 километра. Мне нулевая машина за 35 штук. Домой ехать, обалдеть. Вот, смотри. 93, это пробег. Ладно, поехали, что? Вон, видите, отсвечивается, вот. Да, вот едем. Вот проекция на стекле.
Приезжаешь в автосалон, тут тебе сделали сервис, тебе дают нулевую машину, чтобы ты ехал домой. Лайкос, ё-моё. Так что всем хорошего дня, до скорой встречи. Увидимся очень скоро. Багажник так себе. Места есть, но немного, конечно, но есть. Здесь я смотрю, вот прикол. Далее вот так вот. Двойной пол. Можно перевозить вещи через границу. Вот это прикол, конечно, смотри. Двойной пол. Вот это. Хопс. Так, нажимаем кнопку. CX-30.